Всем привет, друзья! Сегодня мы в гостях у Олеси. Я довольно давно делал этот проект, но никак не мог попасть в гости, и сегодня наконец-то это получилось. Олеся. Привет. Это небольшая двухэтажная квартира, она находится в Квадрексе. Те, кто не знает, что такое Квадрекс, просто погуглите. На самом деле это дом на 4 квартиры, есть еще дуплексы, это дом на 2 квартиры, есть еще таунхаус, это дом на 8 и больше квартир, ну и, конечно же, коттедж. Коттедж – это дом с одной квартиры. Здесь вот такой получился, по сути, торт, нарезанный на 4 части. 2 этажа по 30 квадратных метров. То есть первый этаж он общественный, здесь кухня, гостиная, гостевой туалет, и на втором этаже находится спальня и ванна. Олеся, расскажи, как ты дошла до жизни такой? Да. Изначально я хотела загородный домик небольшой, чтобы был некий перевалочный пункт между Санкт-Петербургом и Финляндией, потому что мы очень часто ездили в Финляндию, и очень хотелось остановиться где-то посередине, не добираться до Петербурга, потому что дорога очень изматывала, а мы очень часто ездили. По сути, это дача, да? Это дача, да, конечно, дача. Это был такой маленький уголок, здесь всякие там зелень, туи, вот, камин, это было самое главное. Ну и хотелось вывести из города всю спортивную снарягу, которой у меня очень много. Хотелось какой-нибудь в кладовку. Олеся очень серьезный сноубордист, вейкбордист, кайтсерфер, то есть все, что связано с досками. Это прямо вот экстремальный спортсмен. Давайте обсудим стиль. Ну, стиль я, конечно, хотела скандинавский, о чем я и сказала Саше. На тот момент, по-моему, это самый популярный был стиль. Вот. Но так как я очень люблю минимализм, я не люблю, чтобы меня что-либо отвлекало, и все мне выбросить, все мне надо убрать с глаз долой, вот, то, конечно, скандинавский стиль – это для меня, поэтому вот Саша объяснит, что такое скандинавский стиль. Хорошо, для многих скандинавский стиль – это тупо какая-нибудь Икея и набор каких-то формальных признаков, знаете, там деревяшка, еще что-то. Это больше похоже на образ жизни, на философию, взгляд на жизнь и мироощущение. Скандинавский стиль выбирают люди, стремящиеся к жизни в гармонии с собой, окружающими и природой. Все цвета должны быть приглушенными, глубокими, спокойными, природными. Северный интерьер не может быть кричаще ярким. Главная идея в культуре Скандинавии, которая, конечно, проявляется и в скандинавском стиле в интерьере, это умеренность во всем и максимальная гармония в отношениях с другими людьми, с собой и с природой. Самый яркий элемент, конечно же, этот прекрасный камин в скандинавском стиле. Он такой очень спокойного, я даже не знаю, это все-таки не черный цвет, а такой ближе, наверное, к темно-синему какому-то красивому цвету. Что это вообще за камень? Это мрамор, он из Индии, как мне объяснили на базе, где я его приобрела. Это чудо, что я его приобрела, потому что я его очень долго... Саша нарисовала очень красивый дизайн, очень красивый камин, который было сложно найти. Вот. И в итоге повезло мне, я нашла, забронированный какими-то москвичами, которые не выкупали его 3 месяца, не забирали. И мне хозяин склада отгрузил, просто поздравив с Новым годом. Короче, девочкам всегда везет. Да. Вот. И Валерий, который мне этот камин выкладывал, он очень так интересно относится к женщинам. Внизу не появится телефон Валерия? Не появится, нет, это не реклама, просто, да, это смешной печник, как Саша его назвал. У него интересное отношение к женщинам, такое снисходительное. Вот. И когда он понял, что по размерам камин выступает чуть-чуть за окно, вот здесь, вот эта часть дровника, он мне говорил: давай я тебе сделаю вот так вот, что чуть за окно будет выходить, эта часть будет такая, а здесь будет уже. И, в общем, там что-то фантазировал. Я сказала: нет, мне нужно только так и никак иначе. И он сказал: ну что, женщины, что с вас взять? Я сделаю. И сделала, и в итоге получилось очень красиво, и хорошо, что я никого не послушала. На самом деле это очень важный момент — отстоять идею дизайнера. Да. Если дизайнер, например, не участвует там в реализации, то заказчикам самим приходится бороться с прорабами, с всякими подрядчиками, потому что я постоянно это слышу такие истории, когда они говорят: да, на самом деле я 100 лет уже делаю, сделаю немножко по-другому, как обычно, и будет еще круче, чем вы даже придумали. Я постоянно это слышу. И, пожалуйста, отстаивайте идеи ваших дизайнеров. Это очень важно, потому что тогда вся первоначальная идея просто развалится. Абсолютно так, да. То есть здесь у нас кассета, интегрированная в короб дымохода, то есть там есть специальная теплоизоляция, чтобы у нас дом это все-таки дом, да, чтобы не было никакого пожара, а сверху облицованы, чаще всего облицовывают керамогранитом. Ну, здесь у нас мрамор, это очень красиво смотрится, это натуральный камень,
очень эстетичный и красивый. И здесь было такое решение сделать такой разрыв между двумя объемами и сделать дровницу. И получилось очень красиво. И рядом у нас стоит прекрасная новогодняя елочка. С наступающим, друзья. Изначально пространство гостиной было не таким объемным. У нас при входе небольшой тамбур, прихожая. И здесь был коридор, ведущий на второй этаж и к санузлу. Мы все это снесли, сделали одно большое пространство. Ну, большое пространство. Это небольшое, на самом деле, помещение, но сейчас оно очень объемное. Изначально в проекте были деревянные потолки, подшитые доской, но чтобы сэкономить, мы использовали МДФ. То есть тот же материал, по сути, что и на плинтусах. Он очень бюджетный и очень красиво смотрится. Наверху накладные светильники, чтобы максимально сэкономить высоту потолка. Кухня очень маленькая, но на самом деле в нее влезло все, что нам нужно. Леся, это удобно? Абсолютно. Здесь у меня есть посудомойка, у меня здесь есть все шкафы, и вытяжка, и над вытяжкой есть шкаф. Те, кто делал мне кухню, очень переживали, что у меня останется мало места для кастрюль, потому что часть, которая была у нас нарисована на дизайн-проекте, она была тоже кухней, но мы ее превратили в техническую, скажем так, нишу, зону. Там у нас спрятан котел, водогрей и вся разводка труб по дому. Вот. И, в общем-то, несмотря на то, что мы убрали часть кухни под технические устройства всякие, несмотря на это... Осталось, по сути, несколько метров. Мне всего хватает, это мой любимый минимализм, это приучает к порядку и не обрастать барахлом, которого я и так не люблю. То, что вот я вначале говорил, что у всех скандинавский стиль ассоциируется с Икеей. Тут тоже планировалась икеевская кухня, но Олеся поняла, что вот в такой вот ломаную геометрию ничего у нас не влезет из Икеи, ничего стандартного, поэтому надо делать заказную кухню. Обычно не хватает хранения. Либо хранения, либо рабочей поверхности. Ну, рабочей поверхности я использую также и плиту, если мне что-то надо много нарезать. Но в принципе, нет, я не могу сказать, что мне чего-то не хватает. Все отлично. Хранение изумительное. Все, верхний шкаф. И забавный момент в этой кухне. По проекту здесь была плитка такая интересного цвета. Серо-беленькая такая. Серо-белая, тоже такая нежная скандинавская, очень. притушенный такой спокойный цвет. Но в ходе реализации Олеся не смогла ее найти, именно эту плитку. То ли ее там не было, сняли с производства, то еще что-то произошло. В общем, не было ее. И Олеся купила двухцветную плитку, Да. наклеила. Да, мне в рандомном порядке сделал мастер. Я сказала, прояви фантазию, он проявил. Это был такой шахматный, какой-то серо-белый беспорядок. Вот, и я на нее смотрела месяца 3, и в прошлом году, перед Новым годом, я ее покрасила в белый. Я удивлен, потому что когда мы сюда приехали посмотреть квартиру, я увидел, белый кабанчик, окей, была такая, Олеся поменяла. А сегодня я об этом узнал, что вся плитка покрашена, и там прямо видно, вот если приглядеться, да, не там виден валик. И это получается, почему? Это очень сейчас популярная тема, на самом деле. Да, это самое сейчас популярное. Это вот аутентичное, когда ты сам делаешь дизайн своими руками. Да, я извини, Саш, что перебиваю, я лишний раз хочу сказать, не отступайте от дизайн-проекта, друзья, чтобы не перекрашивать плитку потом. Так, а здесь у нас котел, да? Да, здесь котел можно открыть. Там мусорное ведро и это... котел. Это открывается вот так. Вот так. Да. И, в общем, вот здесь вот такая вот история. Здесь два котла. Здесь водогрей. Да, водогрей и теплый пол. Весь контур наш. Два контура. Да. Потому что это все-таки частный дом, и в частном доме должно быть свое отопление. У нас по проекту был СМЕК. Да, СМЕК только есть чайник и блендер, а холодильник СМЕК я не смог. Но Олеся все равно говорит, что хочет его поменять потом на настоящий СМЕК. Да, потому что началась пандемия, сюда надо было заезжать срочно, я не успела ничего купить, и что-то из мебели, из холодильников, все докупалось в срочном порядке. Очень много компромиссных решений, на самом деле, из-за спешки, потому что нужно было срочно переезжать и вот что-то закупать. Мне он тоже нравится, почему? Красный, яркий. Да, он справляется с своей задачей, в принципе. И на полу у нас лежит керамогранит под дерево. Это самый правильный материал для водяного теплого пола, потому что он максимально отдает тепло. Есть, конечно, полы из инженерной доски, которые предназначены для теплого пола, но там все гораздо сложнее и может очень плохо кончится. Я когда сюда пришел сегодня, хозяева здесь лежали, естественно, потому что это просто идеальное место для загородного отдыха, для загородной жизни. Просто вот мне тоже хочется здесь лежать, отдыхать. Сегодня у нас идет такой снежок, хорошая погода, почему бы здесь не почилить. Поэтому с дивана видно и камин, и телевизор, и кухню,
И окно. То есть и котик здесь не просто так лежит, как видно. Единственное, что мы сегодня обсуждали, что мы забыли сделать, это розетки в откосах. Это очень хорошая вещь. Обязательно их делайте, потому что вот такие, например, уютные украшения новогодние можно поставить на подоконник и украсить ваши окна. И Олесе пришлось искать историю на батарейках, на аккумуляторах. Это гораздо сложнее. А была бы розетка, не было бы вообще никаких проблем. Используйте этот момент. На второй этаж у нас идет лестница. Она полностью на металлическом каркасе, частично открыта, частично закрыта, подшита. И ступени у нас изначально планировались из дуба, Олеся. Да, Но опять же... У меня пошли компромиссы, и это обыкновенная сосна, самый простой материал, самый дешевый. При этом он смоется неплохо, я вам скажу, то есть он немножко, то есть по цветам могут быть вопросы, да, что он менее эстетичный, чем дуб, потому что дуб он сам по себе очень красивый. Но в принципе здесь нет никаких сколов, я не вижу никаких ранений, потому что сосна считается мягким материалом. Да. А здесь в принципе все неплохо, с учетом, что здесь там собака бегает туда-сюда каждый день. Вот, и никаких проблем, поэтому если нужно сократить бюджет, то, в принципе, рабочее решение используйте. Да, и вот у Саши на дизайн-проекте была лестница с перилами металлическими. Мы их не стали делать, потому что я эту лестницу использую как скамеечку. И когда собирается много друзей, гостей, это тоже такое место для, в общем... Здесь можно собрать просто огромную тусовку. Я вот сейчас так смотрю, изучаю, здесь просто куча посадочных мест. Да. И у нас рядом с лестницей находится гостевой санузел. При входе аккуратный маленький умывальник, находится на деревянной полке. Здесь у нас изначально было по проекту Patchwork, он так и остался. Сейчас, конечно же, мы отходим от патчворков, их меньше производят, потому что это очень яркий элемент, который как бы напоминает нам о том, что было модно 5 лет назад. Но в этом случае он очень спокойный, он не давит, он не какой-то вычурный, поэтому смоется очень органично здесь. Так же, как эта синяя плитка, она тоже какие-то напоминает мне даже не скандинавские, а скорее какие-то, может быть, итальянские мотивы. Здесь такой слегка итальянский санузел. И напротив туалета у нас находится стиральная машина. Мы ее спрятали за деревянной такой ролетой, и в принципе, если никто не знает, что это стиральная машина, ее и не видно. Сейчас мы поднялись на второй этаж, и здесь изначально по проекту было 2 жилые комнаты. Олеся, что пошло не так? Пошел не так камин, опять-таки. А короб, который вокруг дымохода идет, в соображениях безопасности пожарной, его сделали вот таким большим, по правилам. И, соответственно, он занял очень много места. И одна из спален получилась, вообще очень маленькая. И кровать, которая у нас шла по дизайн-проекту, она просто не встала. Изначально была вот такая труба, мне кажется, в проекте, что так и будет. Да. Но мне нравится, что получилось, если честно. Мне тоже очень нравится, да. Здесь есть огромная кровать, куча места для малышки, чтобы она могла здесь играть. И гигантский шкаф, потому что это изначально предполагалось там. И кроме того, есть еще бонусная комната, это 3-й этаж. Да, который нравится всем моим племянникам, это такой чердачок. И туда с удовольствием забираются наверх и, в общем, занимаются какими-то своими таинственными делами, ребячими. И на самом деле ребята жалеют, что не продлили кладовку еще и над ванной. То есть можно было еще дальше расширять этот гардероб. Там сноуборды, да, хранятся доски. Да, там все вообще, все мое спортивное снаряжение. У тебя очень крутая кровать, гигантская. Это 1,80 м, да, по-моему? Да, и с ней была связана интересная история. Ее не смогли поднять на 2-й этаж по лестнице, потому что она неразборная, да, это металлический каркас такой огромный. Вот, и я сидела расстроенная на 1-м этаже, лила слезы. Но, на счастье, был мой брат в гостях, и он придумал разобрать балкон. И через балкон на 2-й этаж подняли кровать. Окно тоже не пролезало? Нет. Вот эта балконная дверь узкая, высокая, через нее прекрасно кровать вошла. Вот, и тем самым спасли меня, потому что уже были варианты ее тут пилить, как-то варить заново. Я, в общем, умыла руки и сидела. Мне очень нравится, что у нее такое толстое, приятное изголовье. Когда вы покупаете большую кровать, помните о том, что у вас не просто размер матраса, габарит, да, там 1,80 м на 2 метра, у вас еще добавится спереди 5 сантиметров, сзади 15-20 на изголовье. В итоге это будет порядка 2,30. И очень часто люди покупают, а потом у них между стеной и кроватью остается вот столешко, и не пролезть. Здесь, конечно, здесь все по-другому, здесь огромный open space, красивые тумбочки.
Такие тоже в скандинавском стиле. Это кто такие? Это, по-моему, Диван.ру. Диван.ру. То есть Да. это что-то недорогое, но очень Да, стильное. да, да. Мне да. нравится. Это икеевские, да, светильники? Да, светильники из Икеи – это тоже моя фантазия, совершенно не Сашин красивый дизайн-проект. У него были шикарные свисающие с потолка светильники, но у нас что-то пошло не так. И, в общем, сделали вот такие. Мне это напоминает какой-то, не знаю, мороженое. Или Да, крем, это такое что-то… взбитые сливки. Да, облачко детское, вот что-то вот такое мне вот захотелось. Игривости такой легкой. На полу паркетная доска, максимально подходящая, ну, похожая на тону. дерево, да, Мгм. вот я хотела такой натуральности. Вот. Ну, она прекрасная, мне она очень нравится по цвету, но единственное, что полы мыть не очень удобно, потому что там есть ризочки, она, в общем, короче говоря, есть некоторые нюансы, да, практичные практичное использование, да. На потолке точно так же, как и на первом этаже, здесь МДФ-доска. Да, да, да. Ну, И тут, два светильника. Да. Прямо в спальне находится дверь в ванну. Она была изначально очень маленькая, и вот эту часть мы расширили на помещение спальни. То есть она стала в 2 раза больше, в 2 раза приятней. Здесь есть отдельная прям душевая в уровень с полом, практически в уровень с полом, здесь даже не видно перепад. Порожек мы все равно оставили, сделали очень такую приятную полочку для всяких средств. На ней можно сидя мыться, если желаете. И если первый этаж это у нас такой уголок Италии, то здесь, конечно, скандинавский стиль. Белый фон и деревянные вставки такого спокойного тонированного дуба. Смоется чисто по-скандинавски. И, конечно же, вот это прекрасное икеевское зеркало. Я хочу всех поздравить с наступающим Новым годом, чтобы все ваши желания сбылись. Особенно те, которые касаются дизайна интерьера. Обязательно переходите в мой инстаграм, подписывайтесь, там самые свежие работы нашей дизайн-студии для вашего вдохновения. Обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить свежие ролики. И также дергайте за колокольчик. До скорых встреч, пока-пока, встретимся в Новом году.